Привет, мои дорогие студенты! Приветствую вас на своем канале. Здесь мы изучаем русский язык. Недавно я встречалась с подругами, и оказывается, зарплаты у инженеров стали выше. Я была в шоке. Если вы смотрите мой канал, вы знаете, что по профессии я инженер. Много лет назад я работала инженером, сейчас я учитель, сейчас я преподаю русский язык, но мне стало интересно, сколько зарабатывают инженеры в России сейчас, какую работу люди ищут, что предлагают компании. Поэтому в этом видео я покажу вам сайт HeadHunter. HeadHunter — популярный сайт в России, где люди ищут работу. И не только в России. Я покажу вам этот сайт, и мы будем практиковать фразы. Это будет видео для практики. Возможно, некоторые фразы будут трудными, поэтому я сделала транскрипцию. По ссылке внизу вы можете получить эту транскрипцию и поддержать мою работу. Также есть ссылка на мой бесплатный файл. Если вы скачаете этот файл, вы можете выучить самые базовые фразы, самые основные фразы. Они точно будут полезными, да? И это бесплатно, ссылка внизу. И сейчас тема работы. Может быть, мне вернуться работать в офис? Как вы думаете? Поехали. Так, я открыла сайт, где мы ищем работу в России. Это самый популярный сайт. Здесь уже автоматически он определил, что я в городе Санкт-Петербурге. Сайт называется headhunter.ru. И что здесь на сайте? Работа найдется для каждого. Здесь я пишу профессию, должность или компанию и нажимаю «Найти работу». Или я ищу сотрудника, если я компания, и я ищу сотрудника. Сейчас соискателям, сейчас тем, кто ищет работу. Я хочу посмотреть, какие вакансии сейчас есть. Здесь какое количество резюме на сайте, больше 62 миллионов. И здесь какое количество вакансий. 1 319 000. И какое количество компаний? 1 959 000 компаний, да, на сайте. Я могу поменять город. Как интересно. Здесь не только Россия. Также можно искать работу в Казахстане, в Беларуси, в Узбекистане, в Азербайджане, в Грузии, в Кыргызстане. Даже в других странах. Ничего себе, как интересно. Давайте посмотрим, что в Тбилиси. Найди работу мечты. И здесь я вижу зарплата в лари, да, грузинский лари, вакансии дня. Какие у них вакансии дня? Офис-менеджер или бухгалтер, менеджер по работе с клиентами. А кто еще здесь интересный? Рекрутер, ивент-менеджер. Как интересно. Можно искать работу в Тбилиси, даже из России. Хорошо. Давайте вернемся в Санкт-Петербург. Я хочу посмотреть, сколько сейчас получают специалисты в Санкт-Петербурге. Здесь я пишу в поиске инженер, и мне выдает разных инженеров. Инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер-электрик, инженер-механик. Я работала в проектной компании. Моя специализация очень узкая, поэтому пусть будет инженер-проектировщик. И здесь вакансии. 1042 вакансии в Санкт-Петербурге. Можно выбрать, сколько я хочу работать, какую зарплату я хочу, от какой регион, даже по району, по региону, или станцию метро. Вакансия инженера.
инженер-проектировщик слаботочных систем. Это электрокабели. Я помню, когда я работала в проектной компании, у меня были коллеги, которые выполняли эту работу. 140 тысяч рублей, 160 тысяч рублей. Намного больше, чем я получала раньше. Ведущий инженер-проектировщик до 170 тысяч рублей. И они пишут опыт от 3 до 6 лет. И здесь тоже опыт от 3 до 6 лет. Они хотят уже специалиста с опытом работы. Опыт работы, как я вижу, важен. Здесь можно без опыта, и зарплата 70-90 тысяч рублей. Инженер-проектировщик кабельных систем. Давайте посмотрим. Зарплата от 70 тысяч до 90 тысяч на руки. Требуемый опыт работы не требуется. Полная занятость, полный день. Значит, человек будет работать 8 часов в день. Но опыт работы не требуется. Здесь нужна разработка проектной документации. Готовить проектную документацию. Это важно. Это обязанности, что человек обязан будет делать на работе. Требования. Требуется ответственный, грамотный человек. Ответственный, важно. Необходимо наличие высшего образования. В России обычно хотят высшее образование, компании нанимают людей с высшим образованием. Не всегда, но это довольно важно в России. И здесь даже есть университеты. Из каких университетов предпочтителен этот специалист? Это университеты. Знание строительных норм, работа в программе AutoCAD. Я тоже работала в программе AutoCAD. Я знаю AutoCAD. Стремление к изучению нового. Значит, человек хочет изучать что-то новое. Да? Он стремится к изучению. Это хорошо. И также они могут проводить обучение. Работа, условия работы с понедельника по пятницу с 10 часов до 7 часов вечера. 8 часов плюс 1 час обед. В подкасте я рассказывала, сколько в среднем человек тратит на работу, такую как инженером, например, в офисе. И здесь окладно-премиальная оплата труда. Оплата труда – это сколько компания будет платить. Окладно значит оклад, значит фиксированная зарплата и плюс премии. Когда будет больше проектов, человек может зарабатывать больше. Дружный молодой коллектив. Но это важно, я думаю, сейчас тоже, когда тебе нравится работа, приятнее работать, перспектива карьерного роста. Значит, человек может строить карьеру. И здесь ключевые навыки. Навыки, скиллы, что должен знать человек. Или да, AutoCAD, высшее образование и разработка проектной документации. И здесь адрес, где находится компания в Санкт-Петербурге, метро Спортивное. Это центр города. Интересно, довольно неплохая зарплата, как, не знаю, как мне кажется. Конечно, я работала много лет назад в офисе, и зарплаты были ниже, и цены были ниже. Да? Зарплата выше, но и цены сейчас тоже выше. Жизнь стала дороже, все стоит дороже. Хорошо, я хочу посмотреть еще вакансию. Я вернулась на страницу с вакансиями. Какой инженер здесь есть? Еврогаз-проект. Давайте посмотрим. Здесь зарплата 100 тысяч, от 100 тысяч до 140 тысяч. Я открыла вакансию компании ООО «Еврогаз-проект». Это тоже в центре. Здесь зарплата от 100 тысяч до 140 тысяч на руки. В России обычно пишут зарплату на руки, уже без налога. Сколько человек получит. Опыт работы 3-6 лет, значит, уже не после университета. Также полный день, значит, 8 часов, 5 дней в неделю. Так, и здесь, внимание, вакансия открыта для кандидатов, которые ориентированы в
течение года реализовать свои профессиональные и карьерные амбиции. Очень странная фраза. Конечно, все хотят реализовать свои амбиции, нет, на работе. Здесь большой список обязанностей, что человек обязан будет делать на работе. Участие в разработке технических решений, управление проектной группой, даже так. И требования, да, опыт работы в ГАЗе, значит, только в компаниях по газу и нефти, да. Я как раз работала в компании, которая проектировала газ и нефть. Уверенный пользователь AutoCAD, да, я знаю. 3D-проектирование я уже не помню хорошо. Знание нормативной базы, это разные документации, как и что делать. График 5/2, значит 5 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь. Гибкое начало и окончание рабочего дня. Можно начинать в 8 утра, можно в 9, можно в 10 и заканчивать, соответственно, в 5, в 6 или в 7. Да? Можно приходить раньше или позже, и можно уходить раньше или позже. Ну, интересно, испытательный срок 3 месяца. Ошибка. Значит, первые 3 месяца компания смотрит, как человек работает, хорошо или плохо. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, значит, все официально, белая заработная плата, белая, значит, официальная, все налоги официальные, корпоративная мобильная связь, значит, они дают сим-карту мобильные, они платят за звонки, так правильнее. И заработная плата окладно-премиальная. Тоже есть оклад, это фиксированное, и будут премии. Они часто говорят, но я не знаю, когда у компании все хорошо, они дают премии. Когда у компании не очень хорошо или они не хотят, они не дают премии. Это, как мне кажется, частная компания, это не государственная, и поэтому они никак это не регулируют. Но тоже в центре города, в центре Санкт-Петербурга 100-140 тысяч на руки. Кажется, цены зарплаты очень выросли. Я открыла вакансию продавца, потому что мне также интересно показать вам, какие еще вакансии есть на сайте и что хотят компании, что ищут люди. Продавец. Зарплата до 62 400 рублей. Это до вычета налогов. И минус еще налоги. То будет еще меньше. Это компания «Люди любят хлеб». Хлеб, как мне кажется, как я помню, это кофейня. Они пекут хлеб, делают десерты, и у них есть кофе. Иногда я покупаю там кофе. И здесь они пишут, что вместе мы делаем одно большое дело и дарим тепло нашим гостям. Это очень приятное, милое кофейня. Обязанности. Выпекаем свежую продукцию и готовим вкусные напитки. Помогаем нашим гостям с выбором, поддерживаем чистоту и уют. Значит, печь хлеб или продукцию, продавать эту продукцию гостям и поддерживать чистоту в кафе. Требования. Мы не требуем от тебя большого опыта, а платим за то, чтобы ты учился у нас. Значит, они покажут, они научат и заплатят. Не требуется опыта. Да, опыт работы не нужен. И они предлагают надбавка за смены сверх графика. Если человек работает больше, они будут давать процент, да, что он работает больше. Сменный график 2 через 2, значит 2 дня человек работает, я думаю, с утра до вечера, 10 часов, может быть, или 12, не знаю, 10. И 2 дня потом отдыхает человек. Официальное трудоустройство, значит, все официально, по закону, выплаты 2 раза в месяц, обычно платят аванс и потом зарплату 2 раза в месяц.
оплачиваемое обучение, значит, они платят и обучают. Что еще? Питание за счет компании. Будет обед, они будут кормить. Это приятно. Бесплатная красивая униформа. Они носят униформу, да, в кафе, на работе, и это бесплатно. Тебе не нужно это покупать. Корпоративная программа ДМС. Это медицинская страховка. Да. И оформление медкнижки. Конечно, когда человек работает в кафе или где-то с едой, ему нужна медицинская книжка, значит, что он здоров. Ему нужно проходить всех врачей. Да, это очень важно. Приходите, у нас вкусно. Я знаю, у них вкусно. Неплохо. И что еще? Контактная информация. Нет контактной информации. И можно откликнуться, да, если я хочу, я могу откликнуться, и они посмотрят мое резюме. У меня есть резюме на сайте, но оно не активно, потому что я не ищу работу. Здесь можно войти, да, но я сейчас не использую мое резюме. И я хотела показать вам, что люди пишут. Давайте еще раз. Инженер-проектировщик. И здесь можно резюме. Я могу посмотреть, какие резюме люди пишут. Давайте здесь, например, инженер-проектировщик. Нет фото, это сейчас нормально. Мужчина, 33 года, да? Дата рождения, Санкт-Петербург. Он хочет 80 тысяч рублей на руки. Да? Он инженер-конструктор, инженер-проектировщик. И здесь его опыт работы. 13 лет и 3 месяца он уже отработал. И что он пишет о себе? Здесь, где он работал с 2010 года, да? И по настоящее время опыт вождения, имеется собственный автомобиль. У него есть машина и права категории Б. Что еще он пишет? Обо мне, чем он занимается. Портфолио. Интересно. Высшее образование, где он учился. Не знаю такой университет, но в Санкт-Петербурге. Знание языков. Русский родной, английский начальный. И все, да. Гражданство, гражданин России, и все. Больше нет никакой информации. Хорошо, еще кто-нибудь? Так, например, 27 лет. Это тоже мужчина. Он хочет 65 тысяч рублей на руки. Тоже инженер-конструктор. Работает 5 лет. Опыт работы 5 лет. Знает автокад, еще офис. Нанокад, не знаю этой программы. И обо мне. Открыт новому опыту, стремлюсь к развитию. Да, значит, он открыт, он хочет учиться, получать новый опыт и также развиваться. И где он учился? Государственный политехнический университет. Русский родной, английский средний. И все, больше нет особой информации. Интересно, что люди пишут тоже о себе и что люди хотят, да, какую зарплату люди хотят. Вы видите, обычно пишут опыт работы, сколько лет, да, и в каких компаниях человек работал. Это немножко отличается от CV, да, где человек пишет больше свои навыки. В России мы пишем, где человек работал, о себе несколько слов, и все, какую зарплату хочет, и образование. Это то, что важно здесь, в России. На этом, я думаю, все. Не знаю, если вам интересно, я могу показать еще что-то. Или вы можете сами найти в интернете headhunter.ru, да, и ради интереса вы можете посмотреть, почитать. Так вот, я показала вам веб-сайт, где мы в России ищем работу, какие вакансии есть, сколько вакансий и
сколько резюме на сайте, люди тоже ищут работу. И сейчас молодые люди все чаще меняют работу. Может быть, каждые 5 лет. Раньше люди работали на одном месте работы много лет, 10, 20, 40 лет, но сейчас нет. Мир меняется, и молодые люди меняют работу, потому что они стремятся к карьерному росту, люди хотят строить карьеру, и поэтому они меняют место работы. Как вы думаете, как часто нужно менять работу? И, конечно, люди хотят высокую зарплату. Самый важный критерий – это высокая зарплата. Какие еще критерии важны? Возможно, дружный коллектив, как я прочитала на сайте. Конечно, если люди приятные, вам приятно с ними работать, вы будете работать лучше. Я думаю, коллектив важен. Какой еще критерий может быть важен? Зарплата, коллектив, какая-то интересная работа. Если честно, меня удивили зарплаты. Может быть, мне вернуться в офис? Может быть, мне работать инженером? Я даже не знаю. Когда я работала, зарплаты были ниже. Ну и цены сейчас выше. Не нужно забывать, что много лет назад все стоило дешевле. Цены были ниже. Сейчас цены выше. И зарплаты, соответственно, тоже выше. Не знаю. Я получаю, если честно, меньше. Намного меньше, как фрилансер. Но тоже важный момент, я и работаю меньше часов. Конечно, для Ютуба. Делая видео на Ютубе, я работаю много часов, но мне не нужно ездить на работу. Это такой большой плюс для меня. И что еще? У меня нет начальника, я сама решаю, когда я работаю, сколько дней я работаю. И еще я делаю то, что мне нравится, это тоже важно. Не знаю. Нет, не хочу работать инженером. Может быть, в будущем я вернусь к этой работе, но сейчас мне нравится работа учителем. Так вот, компании ищут хороших специалистов, люди ищут хорошую работу. Хороший специалист – это человек, который выполняет задачи, который работает эффективно, человек, который предлагает какие-то новые идеи для развития компании, человек, который работает с энтузиазмом. Как мне кажется, это хороший работник. И хорошая работа для человека – это та, где человек может реализовывать себя, где человек получает хорошие деньги за свой труд, и также где приятная атмосфера в коллективе. Как мне кажется, это важный критерий, потому что люди тратят свое время на работе, и когда коллектив хороший, дружный, человек может реализовывать себя лучше и быстрее. И компания ищет, конечно же, человека с навыками, возможно, с опытом работы. И это тоже все важно. Это зависит и от сферы, и от конкретного человека. Работать хорошо и нужно. Желаю вам успехов в вашей работе. И сейчас у меня к вам несколько вопросов. Номер 1. Где люди в вашей стране ищут работу? Где люди в вашей стране ищут работу? Какие ресурсы они используют, какие веб-сайты они используют? Номер 2. Как по-вашему, как часто люди меняют работу? Как по-вашему, как часто люди меняют работу? Сколько раз в жизни вы меняли работу? Сколько раз в жизни вы меняли работу? Номер 3. Что люди хотят от работы? Какую работу они ищут? Что люди хотят от работы? Какую работу они ищут?
Номер 4. Трудно ли сейчас найти работу в вашей стране? Трудно ли сейчас найти работу в вашей стране? И какая средняя зарплата в вашей стране, в вашей сфере? Какая средняя зарплата в вашей стране, в вашей сфере, если вы знаете? Это только для практики. Тема работы не самая легкая, вы можете скачать транскрипцию, там будут трудные фразы, я делаю транскрипцию, ссылка внизу, и таким образом вы поддержите мою работу, мой канал, и внизу есть ссылка на мой бесплатный файл. Если вы еще не скачали, вы можете кликнуть и получить этот файл на ваш e-mail совершенно бесплатно, хорошо? Спасибо, что посмотрели это видео. Если тема работы вам интересна, пишите в комментариях, что вы хотите узнать. И я сделаю еще одно видео с интересными фразами о работе. Слушайте мои подкасты. У меня есть видео, как заказать что-то в России онлайн, как заказать товары. Смотрите тоже это видео, оно очень интересное. Хорошего вам дня!